Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Смотрите, какой я нарядный, да? Но это не случайно, это по поводу. Что-то вот тут недавно обнаружил футболочку, которую в 95-м году в Индонезии купил. И думаю, а что нет-то? Вполне себе, потому что из предыдущего видео вы наверняка уже знаете, что в пятницу начало продаж. Ну а после старта продаж чем же еще бриться, кроме как не стартом? Логично, да? Поэтому сегодня на обзоре будет две плиты от старта. Это 1.18 и 0.9 открытый гребень. Что да как, более подробно вы смотрите на крупном плане. Я начинаю подготовку, а вы догоняете. Кстати, сегодня еще одна премьера будет от компании Homelike Shaving. Это чаши. Посмотрите их поподробнее. Ну все, теперь точно догоняете. Пошли. Я выбрал максимальную комплектацию в варианте Polished. То есть это будет легкая полировка. На самом деле сильной полировки-то у нас нет. Можно ее делать, но, конечно, это будет стоить денег. Коробочка на магните. Логотип компании, софтиратор Homelike Shaving.ru, адрес компании, название канала Homelike Whipping, старт. Название станка, сделано в России, Made in Russia, и внутреннее, собственно, содержание, что у вас будет, какие плиты, 0.69, 0.9, 0.9 открытая, 1.18, Grip Plate и вариант полировка. Ну вот, собственно, и все. Дальше открываем магнитик, открывается крышка, тырц, и вот в варианте Full Set будет еще вот такая поролонка. В варианте просто станок это как бы и не надо. Открывая обязательно, ребята, вы увидите вот такую карту гарантийную. Safety Razor, старт, сделан в 2019 году, Lifetime гарантии, Homelike Shaving. Логотип канала, QR-код. Ну и здесь условия гарантии, собственно, слева на русском языке, справа на английском. Ну и внизу обращение, что если что, то, ребят, не стесняйтесь обращаться, адрес, куда обратиться, все это есть. Ну и, собственно, сам комплект. Он достаточно надежно пакуется. Это не пенорезина, это новый такой самый-самый материал, который есть на сегодня. Ново. Такой, ну, прям, ну, самая лучшая пенорезина, которая есть, короче, вот ее новой и назвали, это вот как я перевожу. Внутри на ложементе будет пакуется сам старт с 0.69 плитой с базовой ручкой Мухля. Мухля, ну, сами понимаете, это производное от чего название, так, чтобы просто было всем все ясно, понятно. Дальше 0.9 плита, 0.9 открытая и 0.18 ГАП. Все это обозначено. Вытаскивать станок ввиду того, что ложемент сделан так достаточно упруго, иногда вам поможет просто выдергивание за голову. Ну то есть как? Вот он у вас стоит, вы его начинаете вытаскивать, и иногда он здесь вот просто слишком плотненько, но чтобы не выпадал. Поэтому чуть-чуть помогите себе пальцами, и вот на свет-то и вытащите. Вот такого красавца. Станок трехсоставной. Это тот самый старт, который вы уже смогли увидеть в первом выпуске. Так, сейчас я вам сделаю покрупнее. Но чтобы его подробно рассмотреть, давайте, наверное, сразу все плиты-то и вытащим. Вытаскивание плит. Здесь вот есть такая выпуклость небольшая. Все, что нужно, это просто зацепить пальчиком. Так, тырц, тырц. Выпуклость только с одной стороны. Плиты сидят чрезвычайно плотно. Но, несмотря на это, мы все-таки подстраховались и кладем еще вот такой поролон Full Set. Потому что дороги бывают дальние. Мало ли где там, что там, как там, куда там. Вот, чтобы там вот как-то уберечь лишний раз. И, скажем так, урок Роквелла первой упаковки нам пошел на пользу. Помните ту историю, где они металл крест-накрест клали, и когда станок приходил ребятам, он у них уже был покоцанный, пошорканный. Удовольствие, конечно, было ниже среднего. Ну вот у нас все внутреннее содержание фулл-сета. Так, что-то я тут как-то вот так, наверное, будет правильно. Как я уже говорил, станок трехсоставной, ручка Мухля, потому что она вот как выглядит. Здравствуй, Сонька, золотая ручка. Видите? Ужесточали. На что делали калибр?
именно на вот эти вот части, чтобы при посадке верхняя плита садилась на нижнюю плиту максимально эффективно. Вот это совершенно произвольный станок, который был собран тоже в произвольном порядке. И каждый раз, когда вы будете одевать верхнюю плиту, она входит как в швейцарских часах, без разницы как совершенно. И вот именно этот размер зажали. Благодаря чему вот это расстояние между осевым винтом и боковыми штифтами было несколько уменьшено на полдесятки на десятку, то есть 0,05, 0,0, ну, короче, от 1/10 до полудесятки. Поработать шкуркой, ну таки да, здесь можно было бы, ну естественно я этого советовать не стал, но убрать такое расстояние, ну лично для меня труда бы, конечно, не составило. Но это не отменяет того, что я уже сказал. Все, кому нужно, могут спокойно вернуть их верхние плиты, и мы вам их поменяем на новые. Есть такие ребята, которые оставили их как историю, это первый, это ну его нафиг, больше не будет, вполне себе понимаю. Ну, и, как правило, это люди, ну, скажем так, ну, не то чтобы обеспечены, но с деньгами. Они уже со второй партии просто берут и новую плиту, и новую крышку. То есть тут каждый волен поступить так, как он считает нужным. Ну, так вот, вот она наша верхняя плита. Но это полировка не в зеркало, ребята. Это просто легкая полировка, как вы сами могли заметить. То есть, если кто-то хочет, он всегда может взять там, и себе что-то довести. Да, компания может сделать это прям вообще, чтобы как у кота яйца, но это будет отражаться на стоимости станка. Поэтому, сами понимаете, мы этого делать не стали. 0,69. Обратите внимание, я вот сейчас вот кручу. И здесь можно увидеть следы от фрезы. Ну, здесь вот хуже видно. Вот здесь вот чуточку тоже заметно. Ребят, мы это не считаем браком. Потому что, да, действительно, это все можно убирать, и все будет ровненькое, но не забывайте, что это отразится на стоимости изделия. Это придется чаще менять фрезы. И вот прям ни сучка, ни задоринки будет, но и стоимость увеличится процентов на 30, а то и больше. Поэтому мы вот как-то, знаете, вот решили принять золотую середину. Вот видите, вот тут чуть-чуть видно. Естественно, на скорость это влиять не будет. Но эстетам, кто к этому относится так нежно и трепетно, такие люди есть, ребята. Прежде чем вы будете что-то брать, если вот, например, вот на эту тему озабочены, вы можете попросить, вам сфотографируют, и вы уже будете понимать, что к вам пойдет и что у вас будет. Итак, 0,69 убираем в сторону. Это уже хожено, перехожено. Гребень или просто 0,9. Давайте, наверное. А что просто-то? Давайте открытый гребень поставим, да и все. Тем более она так брутальненько смотрится. Так, это одна у нас пойдет. А вторая у нас будет 1,18. Вот она. Давайте, наверное, сразу с 1,18 соберем вариант. На 1,18 я хочу поставить лезвие жилет Platinum. В предыдущем бритье, когда я проверял тестовый забрив делал, стояла зеленая Астра. В принципе, было неплохо. Но вот из моего опыта голова 1,18, она в принципе такая же практически всеядная к лезвиям, как и 0,69. Это вот с 0,9 там уже нужно что-то выбирать, что-то смотреть. Потому что станок средней агрессивности, и в зависимости от того, какое лезвие вы поставите, у вас получится соответствующее бритье. Итак, сверху. Вот такой гардемарин. Я вот тут специально взял
крышку от старой партии, вот видите, что происходит? То есть чуть-чуть, вот то расстояние, за которое я вам говорил, вот оно маленечко не стыкуется, то есть чуть-чуть не проходит, вот здесь вот в этих вот местах. А так все то же самое. На помазке сегодня сильно зацикливаться не будем. Это старый добрый товарищ, который сделан нам тольяттинским мастером. Я думаю, уже всемирно известным, потому что в нескольких республиках его работы известны. Вот сегодня, так, чтобы сильно не грузиться, им и поработаем. Мыло. Мыло тоже сегодня будет проверенное. КД, крем, подарок любимой, которому уже почти 4 года, работает и не жужжит, я думаю, не подведет и в этот раз. Но это не все новинки от Home Like Vaping. Сегодня я вам решил показать чаши будущего. Почему будущего? Потому что на сайте они появятся только с завтрашнего дня. Ну, в крайнем случае, с субботы. Это те чаши, которые сделаны совместно с Дмитрием Алиференко. Их тактико-технические данные вы сейчас увидите где-нибудь в начале экрана. Всего их 3 типа. Это черненькая, вот с таким вот нежным, мягким, пастельным, кремовым цветом. Это красненькая внутри с точно таким же цветом, но сбоку. Ну и зелененькая. Зелененькая, бирюзовая, пожалуй, что одна из моих самых любимых, потому что люблю я заразу этот цвет, он меня как-то успокаивает, моря, океаны, там то все. Вот как на островах в Индонезии плавали, вот такая же вода была примерно. Ну и сам такой свеженький. На каждой из этих чаш может быть логотип, кроме черных. На черных на парочке чаш пробовали ставить, смотрится, ну, погано, позорнейше. А белый, ну, его отдельно большой партии только закупать, поэтому вот на некоторых чашах будет логотип, они будут чуть подороже. А на некоторых чашах логотипа не будет, они будут чуть подешевле. Ну вот сегодня, наверное, вот это вот попроще, которая без логотипа, и возьмем, потому что зеленая. Параметры чаши, ну, 355 грамм, ребят, лично для меня это ни о чем. Мне проще сказать, вы габариты уже посмотрели, мне проще сказать, что мне в этой чаше нравится, почему мы именно на этих чашах остановились. Первое, самое важное для меня, это, ребята, ручка. Ручка, мне за нее удобно держать, мне, знаете, вот как-то вставляет, какая-то уверенность появляется, что никуда это не денется в зацепе. И при всем при том, размеры этой ручки, высота 3 сантиметра, позволяют надеяться, что даже люди с большой рукой будут испытывать то же самое чувство, что испытываю я. И с маленькой тоже, тут прям вообще все войдет. То есть это, по сути, ручка на все размеры рук. Это первое. Второе, внутренний объем. Он вполне себе достаточный при внутреннем диаметре 125 мм, чтобы взбить, что ты хочешь. Хочешь просто с мыла с забором, хочешь с крема с забором, хочешь толбетку сюда вот поставить, в которой есть специальное углубление, а здесь 3 шарика вот таких вот, которые будут держать твой кусочек. Вставил и, блин, работай, как вот колонул полковник Сквонг, и работай, пожалуйста. Тут То есть вот она достаточно универсальна. Чего-то супер-пупер вот такого, что ни у кого больше нет. Ребят, ну я не знаю. Она не так задумалась. Ну, возможно, вот за это углубление, которое будет держать ваше мыло, таблетку, если вы располагаете такими, как вот знаете, старые образцы. Ну да, такого больше ни у кого нет. Но я как-то, знаете, вот корону на эту чашу я бы не стал одевать. Она просто удобная, просто функциональная и просто мне нравится. Вот сегодня она из этих чаш и пойдет на поработать. Ну а зато как чаши поют у Димы, я вам напоминать не буду, потому что человек не жалеет электроэнергию, человек все свои чаши делает поющими. Какую бы из этого набора вы ни взяли, она все равно будет петь. Ну вот. Полироваться. Ребят, ну в такой день, сами понимаете, чем я буду полироваться? Конечно, своей любимой дождевьюхой. Все, пошли бриться. Ну, как мы с вами делали уже не раз, берем сухой помазок, мочим, убираем лишнюю влагу. Я не говорю, что так правильно, я просто привык так делать в последнее время, поэтому мне это как-то вполне себе хватает. Не с каждым мылом такой номер пролезет, но вот пока получается. Теперь, ну, для обычного мыла от 40 до 60 оборотов будет вполне себе хватать, пускай будет сегодня 50. Все, 50. Вот такая у нас кашка внутри. На этом пора переходить в чашу. Чаша. Несмотря на то, что
Она сейчас пустая, и, допустим, у вас нет какого-то такого кусочка мыла в виде таблетки. Если у вас есть просто вот такой крем или еще что-то, вы всегда можете отщипнуть кусочек, покласть его сюда, размазать и просто пользоваться. Вот это углубление будет вам в помощь. А если таблетка, ну таблетка прям вообще по кайфу. Поставили ее сюда и здесь и забираете, и сразу же уходите на лицо. Здесь тогда уже взбивать не нужно. Получается, чаша это как для взбивания, так и для забора. То есть как хотите, так и смейтесь, работайте. Поехали. Ручка. Не могу на это не обратить внимания. Вот смотрите, ребят. Совершенно сырая рука. И совершенно пофигу. У вас тут проводная сцепка. Вы можете не бояться, что у вас что-то вылетит, что-то там случится. Так удобно, так по кайфу. И так хорошо держать. Бортики. Ну да, тут можно сказать, что через борта прет. Ну, такой дурмашиной я не удивляюсь. Здесь вот этих вот завальцовывающих нету. Ну, можно было бы их, конечно, сделать, но тогда бы это было бы уже чуточку подороже. А нам не это надо. Видите? Ну, вроде бы достигли желаемого, да? Бирюзовый цвет, красный цвет и кремовый цвет внутри. Выбирал сам специально, потому что вот с моей точки зрения сочетание белого и бирюзового, ну это просто шо пипец. Мне это реально по кайфу. Я вот просто, ну, нравится. Нравится, реально нравится. Все, пошли бриться. Я-то 1.18 знаю, поэтому сегодня не пришеево, ничего так, слегонца чуть-чуть на компрессе посидел, и то компресс сегодня был холодный. И дело даже не в том, что я хотел холодный. Наверное, все-таки больше в лени, потому что отключили горячую воду. Да, кто-то скажет, мог бы нагреть. Мог бы. Но я-то знаю 1.18, поэтому я знаю, что и так сработает. Все, поехали. Старая гвардия не сдается. К вопросу о сроку годности. Вот вам крем 4-летней давности. Кто-то говорит, что его сейчас уже практически не выпускают. Ребят, я не знаю. Мне вот этой банки, смотрите, на 4 года хватает. Ну, конечно, при условии, что я еще и всем другим пользуюсь. Но, тем не менее, 4 года прошло, банка не кончилась и все еще работает. Так, вот. Сейчас знаете, о чем жалею? Что 0,9 гребенку вам с лезвием не показал на крупном плане. Ну вот, это, пожалуй, упущение. Давайте на следующий обзор это и сделаем. Ну а сейчас уже как есть, так есть. 1.18 и лезвие жилет Platinum. Ну вот, как-то так. Так, куда тебя в сторонку? Иди ко мне, мой сладкий сахар. Наверное, воды не буду добавлять сразу на второй раз. Смотрите, сейчас без волос кожа. Ну, в смысле, щетину смахнул. Сколько там, 4-дневную. И вот вам плотность. Это к вопросу о Соло Поли, Razer Master бывшим. Сейчас Nord Shaving Company. То есть, понимаете, какого уровня ребята делают? Это сколько стоит? Сколько стоит те мыло? То есть, ну, вот, думайте.
Ну и, пожалуй, на третий, заключительный. Так, наверное, водички все-таки добавлю. Все два прохода брился от гарды, и лишь на третьем, заключительном, вышел на бритье от крышки, как на 41-й голове. Вот, цепанул все-таки. Добривка вот здесь, пожалуй. Ну вот и все. С лезвием ошибся, не мое. В следующий раз я бы это лезвие не поставил. Несмотря на то, что жилет Platinum в принципе-то мне нравится. Но сюда бы я такой, наверное, пожалуй, больше не ставил бы. Вот не в пример зеленая Астра из предыдущего обзора в 1.18 отыграла, ну прям на порядок интереснее лично для меня. Ну, попробовать стоило. Ну вот. Так, и переходим на 0.90, на 0.90 гребенка. Ну да, там себе маленечко разнес. Кто-то скажет: Иванов, нафиг ты рисковал? Ну, нашел те лезвия, которые тебе здесь подходят, так вот надо было на них и бриться, все-таки презентация или еще что-то. Возможно. Но по большому счету вот эта вот ситуация, которая сейчас здесь, она свойственна всему нашему бритью. Вот, то есть в подборе, вот у тебя новый станок, в процессе подбора лезвий у тебя неизбежно может это случаться. Я сейчас попробовал, поставил то лезвие, которым никогда не брился на этом станке, получил это. Отсюда вопрос: а что такого произошло, чего у вас не случалось, к примеру? Да ничего. Это не говорит там плохой станок или хороший. Это говорит просто обыкновенной житейской ситуации. Вот и все. Точно так же на 0.9 я, вот, например, никогда не брился зеленой Астр. Ну, а что? В прошлый раз была рапира, и рапира отыграла на ура. Кто-то скажет: так ставь и сейчас рапиру. Может быть, но попробовать-то хочется, и у вас какая-то информация будет. Поэтому 0.90, 0.9, открытый гребень, зеленая Астра. Так, сейчас уберу все это безобразие. Так, ладно, не получилось на камеру показать, ну, в смысле на крупном плане. Возможно, здесь удастся изобразить, как стоит лезвие, вылеты. Ну и так, что тут видно, что не видно? Как тут правильно? А, вот так правильно. Все, этим красавцем сейчас и побреемся. Бритье 0.9, хоть открытый, хоть закрытый, для меня всегда некоторое событие, потому что я уже сам для себя понял, что у меня какая-то нелюбовь к станкам средней агрессивности. Ну, то есть среди них практически нет инструментов, которые я мог бы сказать: о, люблю, классно. Даже 89-я голова, которая для меня таковой, собственно, является, хотя в официальной таблице она мягкая, на уровне HD34, все равно я отношу ее к агрессивной для себя лично, при всем моем уважении к общемировой таблице. Она для меня где-то 5-5,5, вот этих пределов, шестерочка может быть, вот так. Хотя по таблице она на 3,5.
Так вот, нет ни одного станка средней агрессивности, который был бы мне реально по кайфу. А тут сам сделал. Вот и вот. Понимаете, да? Ну, поехали. Угу. Ну ничего так, ничего так. Посмотрим, что дальше будет. Вот этого лезвия все-таки, наверное, расставил бы с последующим рассмотрением, как возможный вариант. Мне кажется, ручка от Василия в этом яковском помазке, она, как дала второе дыхание по мазку, дала ему возможность вот так распушиться, как вот павлину, смотрите, стать еще больше. Раздвинула его пределы. Возможно, я себе надумал, но вот пока думается так. Так, второй проход и, пожалуй, пора уже и третий завершающий сделать. По поводу плит средней агрессивности. То, что я этого не сумел понять, это, собственно, не отменяет их актуальности, потому что я точно так же не понимаю, вот, к примеру, OpenComp сейчас. Я не понимаю, за что люди его так любят. Чего они от него так плющатся? Вот, Иванов, давай, блин. Вот это я понимаю. А за что? Не понимаю. Но это же не отменяет того, что десятки, сотни, может быть, тысячи людей просто это понимают и ценят. Ну, это же никак не отменяет, правильно? Так, ну и завершающий. Точно так же, как и на 1.18. Сейчас вышел на бритье от крышки. Зубцы, да, отрабатывают по полной. Прежде чем на этих зубцах остановились, сменили 3 или 4 вида зубцов. То есть вот так, вот так, вот так, вот так вот было в кайфу, и вот так вот решили оставить. А подбривать-то нечего. Вот здесь, возможно, маленько крема хватает. Ну все, все. Век живи, век учись. То, что всегда всем рассказывал, сегодня сам на это же напоролся, но об этом в заключительном слове. И я даже благодарен судьбе, что это случилось именно сейчас и именно со мной, потому что, ну, это прям яркий пример. Ну, куда уж ярче-то. Так, все, компрессор и автошейв.
Блин, какой компресс, какой автошейв. Это, наверное, все-таки больше не к мылу. Ну, надо же что-то с чашей показать. Вот смотрите, с чашей как было, так и было. Так мы ничего и не взяли. И вот она красавица, все вот это сохранила. По мазке, ну, тут полная колода. Выжимай, не выжимай. Тут еще и ой-ой-ой, сколько хватит. Поэтому компресс, автошейв. Хорошо. Не знаю почему. Почему-то вот сегодня все, что не происходит, оно как-то происходит с легким сердцем. Прям, не знаю, может быть, вот эта напряженная предыдущая неделя сожрала уже все нервные клетки, которые должна была сожрать, а сейчас уже посадила на сухпай и говорит: слышь, давай, нормально все, хорошо, живи. Ну что, побрился замечательно. И, на мой взгляд, 0,9 сегодня отработала ничуть не хуже, чем 1,18. Лишнее подтверждение тому, что каждому станку, каждой голове, каждому инструменту, каждый человек должен подбирать свое лезвие. И по барабану, что все остальные говорят. Все говорят: о, он всеядный, все, вот это вот там ставь, что хочешь. Нет, ребята, вот сами проверьте, сами поставьте и выберите лучше. И вот тогда вот это вот и оно и будет. Говорить может все что угодно, а подойдет ли это вам, вы узнаете только после того, как сами попробуете. Так, ну, дежавюха ты моя, 7-ведерная, 7-литровая. Мать честная. Ой, хорошо так. И не щебет. А поорать-то где? Ребят, ни капли не жалею, что сегодня решил показать сразу две плиты. Гребенку 1,18. Дабы 2 раза с дивана не вставать и лишний раз попилацию не заводить. Что размазывать-то? Вот так вот раз сразу сделал, да и все. Самое главное, я вот сам для себя сейчас понял, это, наверное, вот это вот я больше говорю не вам, а себе. Мне не стыдно будет за себя, когда люди, кто возьмет это в руки, будет бриться. Вот это, наверное, пожалуй, самое главное. Ну а дальше сами разберетесь. Кому нравится, кому не нравится, там, кому это, кому перламутровые пуговицы. Это уже, ребята, это человеческая натура и время. Оно все как бы по своим местам поставит. Сам для себя сегодня еще один урок вынес. Неправильно подобранное лезвие может испоганить всю картину. Потому что я всегда относился и буду относиться к голове 1.18 как аналогу 41, но гораздо более мягкой. Она способна не только чисто, как 41, возможно, даже еще и лучше выбрить, но мягче. А если поставить острое лезвие на этот станок, то даже некое подобие такой клинка можно схватить. И вот сегодня поставил неведанное мне доселе лезвие на этой голове, и получилось, что оно, ну вот слава богу, что хоть на уровне 0,9 выбрало. Вот так вот, прикиньте, да? И плюс ко всему еще вот этот фэншуй, который она здесь навела. То есть вот, оказывается, не такая уж она всеядная. Можно еще что-то такое подобрать, что вам фэншуй-то испортит. Поэтому, парни, неважно на какой станок, если у вас есть какое-то лезвие, которое не работает так, как вы рассчитывали, это в первую очередь относится к новичкам. Ребята, берите другое, не думайте, ставьте, пробуйте. Не может быть, чтобы вы не нашли то лезвие, которое на этом станке для вас лично запоет. И не важно, что оно у других не работает, главное, чтобы оно для вас работало. Поэтому пробуйте. Ну, несмотря на то, что голова 1.18 все-таки выбрала это хорошо, но вот эту вот фигню-то я получил. 0,9 меня сегодня открытая удивила. Мало того, что она побрила даже еще и поинтереснее, чем 1.18, но и гораздо с меньшим раздражением. Смотрите, вот это вот жилет Platinum 1.18, а это вот 0,9 открытая с зеленой астрой. С зеленой астрой? Если я ставлю зеленую астру, я люблю это лезвие, оно для меня играет практически на всех станках. Но если бы я поставил это лезвие на R89 голоду, ребята, это что пипец. Это Хиросима, и туши свет, и выноси свечи. То есть, там было бы вот такой мордобой, мне разнесло все. А здесь, смотрите, что.
Вот так вот. Но опять же гребенка вот эти полоски оставляет, ну так по приколу, по приколу. Хоть я до конца-то гребенку и не понял, но тем не менее, что нет-то. Последняя новинка от Home Like Vaping. Чаша. Чаша это не самая лучшая в мире чаша, но и не самая плохая. Это просто надежная, хорошая, нормальная, не знаю в какой тональности, поющая чаша. Она сделана для того, чтобы кто-то кричал, она лучше всех, берите только ее. Нет. Она сделана для того, чтобы она вот просто лежала у нас в магазине. Если человеку нужна чаша, он просто пришел и взял. Вот так. Если он это сделает, он будет точно знать, что держать ему ее будет удобно, работать ему с ней будет удобно, потому что здесь можно не бить не только пену, но еще пристроить, приторочить кусочек мыла и просто там все это забирать, ну твердое, да, ну что тебе с ним колупаться, а так пумс поставил, залил, оно там поквашилось, на пришейп пустил и начинаешь тут пепелацию заводить. Или гравицапу, что там у вас есть в данный момент времени. Вот, то есть вот так вот она и работает. По дизайну, ну, работали не один месяц, но мне кажется, все-таки достигли того, чего мы хотели. То есть она, да, достаточно отличается от всего того, что есть на рынке, но и в то же самое время функциональность свою не потеряла. Носик вот этот, который здесь, да, он двойного назначения. Можно спокойно вот так вот пумс поставить, и помазочек никуда не денется, он будет вот так вот лежать вот аккуратненько. Да вот, наверное, собственно и все. Наверняка вы уже посмотрели предыдущее видео, из которого вы уже знаете, что в пятницу начало продаж старта. Пусть каждый старт, который уйдет к людям, принесет ему столько же удовольствия, сколько приносит мне. Вот это бы, наверное, хотелось бы сказать. Ну а там сами разберетесь. Там уже по проторенной дорожке. Кому не понравится, продадите. Случалось такое с первым стартом. Но я думаю, что одержит все-таки этот разум, благоразумие, и хотя бы первые версии останутся все-таки у людей, потому что как ни крути, то это все-таки история, да. Ну а тут, в принципе, решит каждый сам. Все, ребят, на этом я хочу с вами попрощаться. Рабочие годные изделия сейчас пойдут к людям. Ну а дальше решайте вы все сами. Что мог, что могли, мы в него заложили. Своими 3 плитами 0,69, 0,9, открытая, закрытая, 1,18. Старт перекрывает полностью всю палитру, которую в принципе можно было бы себе и придумать. Ниже трешки, 0,69 трешка, ну не будет опускаться, а зачем? У нас мужики с другими волосами. Выше 41, но это еще подождите, это через станок. Выше 41 будет со временем, но не в старте, не в старте. А тут уровень 41 как бы тоже есть. Поэтому хотите мягенькое, хотите агрессивненькое, хотите что-то посередке, такая возможность у вас будет. Дальше решайте сами. Ну все, пока-пока. До новых встреч. С вами был я, Вадим. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Думаю, что я не последний раз вас удивил. Смогу еще раз, но не сейчас. Чуточку погодя. Все, пока-пока.